Всем привет! В этом видео я расскажу, что нужно знать перед поездкой в Мьянму. Речь пойдет о военном режиме и безопасности в стране, об основных местах для посещения, о валюте и английском языке и о туристической инфраструктуре. Прежде всего надо понимать, что в Мьянме действует военный режим. Более 50 лет в стране шла гражданская война, а в 2021 году случился свежий переворот. Власть захватили военные. Страна относительно безопасна для туристов, но в пределах основных туристических достопримечательностей. Относительно безопасна в том смысле, что туристов не трогают, но контролируют. Не как в Северной Корее, конечно же, где каждому туристу представляется персональный надзиратель, но в Мьянме частенько приходится показывать свои документы на КПП или оставлять паспортные данные при любом удобном случае. Например, прилетев в Мандалай, при заказе такси из аэропорта у нас взяли паспортные данные, а в отеле Янгона просили отдать оригинал паспорта, чтобы отвезти в местную миграционную службу и зарегистрировать нас. Мы оригинал отдавать не стали и поехали вместе с сотрудниками отеля в отделение службы. Там мы узнали, что на нас, как и на других иностранных постояльцев отеля, завели дело. Прям папочку со всеми копиями документов, анкеты и фотографий. Было неприятно, конечно, ведь мы просто туристы. Так они контролируют, чтобы никто не нарушил сроки пребывания в стране. В городах стоят ограждения с колючей проволокой и блокпосты. Иногда с автоматчиками внутри, иногда пустые. Это, конечно, создает свою атмосферу. Отдельная история – это КПП при перемещении между городами. За 6-часовую поездку может встретиться с десяток КПП, и на каждом надо показывать документы, а иногда и выходить из автобуса. Сотрудники на каждом КПП отличаются. Иногда тебе вежливо возвращают паспорт и желают хорошего пути, а иногда это совсем недоброжелательный настрой. Могут поинтересоваться, куда направляетесь, или даже созвониться с кем-то из товарищей и согласовать, пропускать вас дальше по маршруту или нет. В общем и целом в стране туристам безопасно, но не очень приветливо. Именно со стороны местных властей. Обычные люди, напротив, очень добродушны и общительны. Главная достопримечательность страны – это древний город Баган с тысячами пагод. В сезон здесь можно полетать на воздушном шаре. Еще едут смотреть озеро Инле, здесь интересно познакомиться с жизнью плавучих деревень. В Мандалай едут за осмотром древних городов в округе. А в Янгоне находится самая главная пагода страны. Есть еще пляжный отдых в Нагапали с белоснежным песочком, но сюда надо ехать в сезон с октября по март, иначе все отели будут закрыты. О каждом месте я сниму подробно отдельное видео, но для общего понимания отметила основной маршрут на карте. Денежные единицы страны – это мьянманский кьят. Обмен валюты происходит по официальному и неофициальному курсам. Разница между ними почти в 2 раза в пользу неофициального. Но курс сильно скачет в зависимости от текущего дня и местоположения, поэтому сложно сравнивать. Туристу запрещено менять по неофициальному курсу, но это не контролируется, а купюры не различаются между собой. Карточки принимаются не все и не везде, лучше вести наличку. С английским языком немного грустно. В гостиницах язык знают, но из-за произношения не всегда удавалось понять друг друга. В кафешках редко встречали англоговорящих жителей. Меню зачастую на местном языке, а Google часто коряво переводил язык. Так что приходилось довериться интуиции и включить режим принятия, так как даже на пальцах не всегда удавалось донести свою мысль. Но иногда встречались прям очень хорошо знающие язык люди, которые с большим удовольствием помогали или рассказывали интересные истории. В Мьянме не работает Airbnb. Турист может останавливаться только в отелях. Какого-то среднего варианта нам найти не особо удалось. В основном это либо отели приемлемого уровня без особых изысков, либо это люкс-сегмент, доступный далеко не каждому. Как правило, завтраки включены в стоимость. Они, кстати, приятно удивили. Завтраки в Мьянме выглядят так же, как и обеды. Утром легко можно найти суп, лапшу с мясом, рис или рыбу, но и тосты есть. Выбор большой, голодными сложно остаться. Искать отели можно на букинге, но на Агоде мы нашли гораздо больше вариантов. Лучше всего с инфраструктурой в Янгоне. Здесь мы нашли торговые центры, кафешки, магазины, супермаркеты. Баган и Инле, по сути, деревня. Там есть местные магазинчики без электричества, с водой, лапшой, чипсами и бытовой мелочевкой. Кафешки тоже для местных, с пластиковыми стульями или вроде того. Мандалай хоть и город, но отличается от Янгона. В Мандалае чуть шире выбор кафешек по сравнению с Баганом и Инле, но супермаркетов, как в Янгоне, мы не увидели. Также мы ездили в туристический сезон в августе 2023 года. И за всю 2-недельную поездку встретили не больше 10 европейцев. Остальные туристы были из Азии, но тоже не в очень большом количестве. Возможно, из-за не сезона, но много мест было закрыто. Например, Google показывает открытый обменник, а он по факту закрыт. Или пункт проката. На карте открыто, на деле ничего не работает. Байк так и не смогли арендовать.
так что надо закладывать время на подобные истории. Для перемещения между городами в основном используются автобусы. Их полно. Можно выбрать VIP-автобус с большим местом и подставкой для ног. Выгоднее заказывать поездку в отеле, чем бронировать самим. От отеля при необходимости еще и бесплатный трансфер до автостанции организуют. Еще в стране часто отключается электричество. В Мандалай скачки были каждые полчаса-час. В других местах пореже, но тоже периодически. Основные моменты о стране рассказала. Если у вас есть вопросы, пишите комментарии, отвечу. Если видео оказалось полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Буду рассказывать про страны Юго-Восточной Азии.